Варвару и Николая считали парой с самого детства. Мальчик еще в 4 года решил, что когда вырастет, то обязательно женится на соседской девочке. Он так и объявил своим родителям. Родители вместе с соседями посмеялись таким мальчишеским планом, даже не зная, чем эта идея обернется. А Николай действительно был одержим Варей с малых лет. Он давал жесткий отпор любому, кто вольно или невольно обижал его подругу или даже просто приближался к ней, невзирая на то, взрослый это был или ребенок. В школе они сидели за одной партой, Коля носил за Варей тяжеленный портфель. Вместе они делали уроки. Летом гоняли на велосипедах купаться на речку и были неразлучны. Коля не представлял своей жизни без Вари. Девочка отвечала ему взаимностью. Сперва она считала его лучшим другом. Когда они стали взрослеть, Варе казалось, что она любит Кольку, и ее дальнейшая судьба предрешена. Она выйдет за него замуж, родит ему кучу детишек, и все будут счастливы. Когда ребята учились в старших классах, то часто уходили в лес, держась за руки. Там они мечтали и строили планы на жизнь. Коля предлагал подать заявление в ЗАГС сразу, как только пройдет выпускной вечер. Варя сомневалась, зачем так рано, а учеба, образование. Ей совсем не хотелось всю жизнь пробыть в деревне и работать на ферме. Ну пойдешь работать в библиотеку или на почту, совсем не обязательно быть дояркой, уговаривал ее Коля. Но сомнения уже поселились в душе девушки. Что она видела в свои 16 лет? Она и в городе-то с родителями была всего 2 раза, а в деревне что? Здесь, конечно, красиво, здесь все свое родное. Но перспектив для нее никаких. А за Кольку она после окончания учебы сможет выйти замуж. А может и не за Кольку, может это все-таки детские уговоры. В общем, Варвара была в сомнениях. А тут еще подруга приехала с города и столько всего рассказала, какая там интересная и насыщенная жизнь, сколько у нее появилось новых друзей, как интересно учиться, ходить в кинотеатр, на выставки и концерты. Варю так впечатлил ее рассказ, что девушка стала всерьез задумываться об отъезде. Но как сообщить об этом Николаю, она не знала. Парень он был вспыльчивый и горячий, так что ссоры не избежать. Единственный человек, с кем она могла посоветоваться и рассказать о своих сомнениях, была бабушка. Родители с обеих сторон уже готовились к свадьбе, и Варе казалось, что мама хотела уже побыстрее отдать дочь в самостоятельную жизнь, так как в доме подрастали еще 2 братьев. Бабушка по отцу жила на другом конце села и не особо поддерживала отношения с семьей сына, особенно после смерти деда. Со снохой Раиса Ивановна была в вечных ссорах, особенно бабушке не нравилась идея с ранним замужеством Вари. Вы что, девку в 17 лет хотите женить, возмущалась Раиса Ивановна. Подумаешь, Колька тоже мне жених. Да он никогда мне не нравился, слишком буйный, да и вся семейка у них такая. Ох и натерпится она еще с ним, вот тогда попомните мое слово. Даже никого не слушай, ягодка моя, езжай и учись, заодно и чувства свои проверишь. Если вы нужны друг другу, то дождется он тебя, да и сама для себя поймешь. Бабуль, а как же я ему это скажу? Он ведь меня убьет. Ну вот, еще не муж, а уже такое. А ты, Варвара, ему условия поставь, дождешься, выйду за тебя замуж. Ну, а если нет, то и не судьба, значит. Колька долго орал и возмущался. Но Варя была, как кремень. Условия поставила. Спокойно выслушала друга и молча удалилась, пообещав писать и часто приезжать в родную деревню. 4 года в городе пролетели быстро, и Варя вернулась в родные края. За это время она поняла, что место ее там, рядом с родными, рядом с Колей. Видимо, он и есть ее судьба. Свадьба была назначена на середину сентября. Приготовления шли полным ходом. Родители с обеих сторон закупали продукты и спиртное. Деревенская свадьба – дело серьезное. В гостях будет вся деревня, и надо не ударить в грязь лицом. Варя шла по лесной дороге. Она 2 раз ходила в соседний поселок на примерку платья. На обратном пути Коля обещал ее встретить. Они хотели побродить по лесу, как в давние времена, как в детстве было у них свое заветное место. Там они когда-то вместе встречали рассветы и провожали закаты. Коля еще издалека увидел Варю и замахал ей рукой. Дальше они вместе пошли к реке, держась за руки. «Варька, как я счастлив! Как долго я ждал этого дня, когда мы наконец-то станем мужем и женой!» Коля нежно поцеловал свою невесту. «А может, не будем ждать и станем супругами сегодня? Прямо здесь и сейчас? У меня уже нет сил терпеть». Варя сперва не поняла, о чем говорит ее жених, но когда его поцелуй перестал быть нежным, а стал грубым и напористым, и руки стали нервно расстегивать блузку на ее груди, Варя все поняла.
Девушка стала просить, потом умолять Колю не делать этого и подождать до свадьбы, но ее сопротивление только еще сильнее разгорячило парня. Он разозлился и повалил ее на землю. «Я сейчас проверю, как ты хранила мне верность, недотрога, а то, может быть, и жениться на тебе не стоит. Девок хороших в деревне полно, которые всегда согласны, не то что ты». И он продолжал рвать на ней одежду, но Варя изо всех сил отбивалась от него. «Значит, так ты меня ждал», — прохрипела Варя. «А ты думала, я в монахи записался». Коля в бешенстве зажал девушке рот. Она уже потеряла последние силы и практически перестала сопротивляться. Вдруг они оба услышали, как до них донесся зловещий рык. «Волки!» — закричала Варя. В этот самый момент Николай ослабил свою хватку, и девушке удалось его оттолкнуть и вскочить на ноги. Стая волков, под предводительством старой волчицы, полукругом надвигались на молодых людей. У Варвары в голове пронеслась мысль, что она уже где-то видела эту волчицу. Девушка попятилась назад, заметив, что волки окружают именно Николая, а он стоял и не мог пошевелиться. Варя опомнилась и рванула прочь от этого места, побыстрее домой в деревню. Волки еще немного постояли. Волчица долго смотрела в глаза молодому человеку, как будто гипнотизируя его. Потом она долго и протяжно завыла, тем самым подавая знак своим сородичам, и они, повинуясь, ушли в лес вслед за ней. Варя плакала на плече у бабушки, рассказывая все, что произошло с ней в лесу. «Ты, ягодка моя, совсем забыла, маленькая еще была. Вы тогда с дедом спасли в лесу маленького волчонка, которого придавило деревом. И вот прошло время, и волки вернули тебе долг. А Николай всегда был подозрительный, я об этом твоим родителям говорила, да только они не хотели слушать. Недостоин он тебя, Варвара, встретишь ты еще свою настоящую любовь». Свадьба, естественно, не состоялась, а опозоренному Николаю навсегда пришлось уехать из родных мест. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.